Добрый день, друзья! Сегодня я буду делать выкраски себе, выкраски красочные. Заодно решил снять небольшое видео, поделиться с вами какой-то информацией. Тут есть чем поделиться. Информация важная для начинающих и не только начинающих художников. Вот, что такое выкраска? Выкраска, вы, возможно, видели такое часто в магазинах, где краски продают. Вот такие... выкраски, по-моему, так их называют, красочные, когда краска разбелена, сделана с пигментом, то есть с белилами в разбелку идет. Вот, чтобы понимать, как она звучит в белилах. Вот. Я же хочу себе сделать немножко более сложные выкраски, не только в разбелке, но и в лессировке. То есть сразу два вида. Когда-то у меня их было очень много, всех этих выкрасок, но они все такие были разрозненные, я поэтому решил сегодня объединить на одно такое полотно, достаточно большое, свои такие ходовые краски. То есть, что имею в виду? Разбелка, так, видно, не видно, я покажу, еще остановлюсь на это. То есть, краска в разбелке и краска на просвет, то есть в лессировочном виде, чисто пигмент на белом грунте без белил. Это очень важно. Это, вот смотрите, как кардинально умбра жженая распределяется, звучит в чистом виде, на холсте лессировочная, хоть это не лессировочная краска, но все равно у нее свое звучание на белом, и с белилами. Это совершенно два разных цвета. Вот. А это очень важно, как знать, помнить и знать, и видеть наглядно у себя на стене в мастерской, как звучит краска лессировочно на белом. Например, для того, чтобы делать классические подмалевки под картину, как делается умбрами, там, всякими сиенами и так далее, чтобы знать, видеть, предчувствовать замысел и брать именно эту краску, делать тот же подмалевок, поскольку выбор этой краски, не критический, но очень важен для будущего построения работы. Вот. То есть я к чему? Потому что вот эту выкраску-то можно и в интернете скачать и знать, скачать, распечатать на хорошем принтере. Но я не встречал красок, чтобы объединено было в одной таблице лессировочная и разбелка вида пигмента. Вот мастер-класс, например, здесь 100 с чем-то пигментов, не пигментов, это здесь монопигментные краски и составных здесь намного больше. Составных, когда в краске есть 2 и более пигмента, в том числе белила и прочие краски. Об этом, я на этом не хочу останавливаться особо, но вот есть такие краски сложные, до 4, по-моему, до 5 пигментов. Вот, например, неаполитанская телесная насчитывает, вы можете посмотреть, 3 пигмента. 2 вида белил и 1 желтая. Тут и по 4 я где-то видел, но это не важно, не хочу останавливаться. Вот. По краскам. Вот я выбрал, вчера себе подготовил немножко краски, которые я хочу. Я не хочу брать весь свой арсенал, у меня красок больше немного. Вот. Это те основные, к которым я действительно часто обращаюсь и часто работаю с ними. Вот. Иначе тут никакой палитры не хватит. Это я делаю для себя, таблицу буду делать, и для учеников, поскольку ученики часто приходят, так, чтобы висело на стене, человек мог так подумать, посмотреть, какая краска из себя, что из себя представляет. Вот. Вчера я заготовил холст. Нашел кусочек холста, дополнительно догрунтовал его белым, титановое белило плюс акриловый лак. Грунт обязательно должен быть не тянущий, то есть это нельзя делать вот эти выкраски на чем попало, там взять кусок картона грунтованного из магазина, и он вытянет все масло, и пигмент изменится. Он пожухнет, тональность высветлится, как правило, у темных пигментов, и будет необъективное звучание краски на холсте. То есть основание должно быть хорошее, с хорошим грунтом. Вот. Поделил на квадратики, не на квадратики, на сектора. Получилось у меня, по-моему, так, 9 и
9 плюс 13 это 117 квадратов, кажется. То есть красок у меня тут штук 60 чуть больше, но я еще дополнительно оставлю на будущие краски. Запас клеточек вот этих. Так, да, что еще сказать? Поделил, разрезал этот скотч, потому что скотч малярный, он широкий, очень его порезал, приклеил, прикатал все это резиновым валиком и наклеил не наклеил, а временно прибил на подрамник с холстом, чтобы было удобно работать, чтобы он не болтался. Потом я сниму, приклею куда-нибудь, да или так в рамку вставлю, да повешу. Вот. Клеточки у меня получились, клеточки под краску, 6 на 18, так, что 6, да, 6 сантиметров на 15 или на 16 миллиметров. Они могут быть любыми, меньше нежелательно. Желательно, кстати, вот длина, чтобы была подлиннее. Вот эта высота может быть плюс-минус разной, а длина, чтобы делать растяжку от темного к светлому, желательно делать подлиннее. Я просто не хотел делать большой холст, ну вот так вот посчитал, плюс-минус меня вот это устроит. Так, дальше. Буду работать, наверное, горизонтально на столе. Вот у меня такая столешница, приделанная к этому, к мольберту. Я, может, потом как-нибудь расскажу. Очень удобный столик такой для... Тут даже я грунтую иногда. И удобно палитру держать, когда работаешь. Так, вот на этом столике я и буду показывать. Так, прикатали. Все. Холст максимально белый. Можно еще белее, но вот этого достаточно такой, почти белый. Теперь начну с коричневых, как самых таких важных, что я хочу. Коричневые, желтые. Что нам нужно для работы? Для работы нужен мастихинчик какой-нибудь небольшой, мягенький, палитра, много красок, много тряпочек, белила титановые. Белила титановые, те, на которых вы работаете. Вот я работаю ногами, меня все устраивает, значит, на ней буду делать разбелки, выкраски. Вот. И нужны будут палочки, как одноразовые, чтобы мешать вот эти растяжки, поскольку кисточку неудобно мыть каждый раз после каждого цвета, а это нужно, чтобы чистоту эксперимента сохранить, нужно очень чистые кисти, хорошо отмытые, проще брать одноразовые, выбрасывать потом эти палочки. Так, палочки дальше. Итак, начну, наверное, с черных красок, потом коричневые, красные, желтые. Сажа газовая, как самая нейтральная, эталонная краска. Да, тряпочка. Вот для чего тряпочка. Краски некоторые промасленные, излишне масляные. И для этого лучше немножко на тряпочку пигмент, краску точнее выдавить. Вот. Чтобы немножко ушло масло, если оно есть лишнее. Иначе будет затекать под вот эти бумажки, под скотч вот этот бумажный, он не очень хорошо, не очень хорошо приклеен, и масло затекает, я уже по старому опыту знаю. Так, берем немножко, что я хочу, вот мне не очень удобно, так, чтобы на камеру. Так, что я хочу, примерно сантиметр чистого пигмента, в чистом виде, сантиметр, проложили. Так, потом берем палочку и делаем растяжку. Цепляем немножко. Сначала такой достаточно плотненький, потом поворачиваю, вот немножко выворачиваю на другую сторону, чтобы пигмента меньше взялось. Подкрашиваю, ну вот так полегче, и потом совсем легенький желательно. Хорошо бы на 3 части делить пигмент, вот эту вот растяжку. Ну вообще на 3 здесь не получится качественно, хотя бы на 2.
И желательно, чтобы пигмент, порошочек, проникал в поры. Сейчас попробую показать, что я имею в виду. Вот, пигмент, чтобы закрывал внутренние поры холста, если вы на холсте это делаете. Это, кстати, можно на какой-нибудь крашеной белой фанере ровной делать, будет, возможно, даже легче работать. Для того, чтобы было объективное представление о вот этом пигменте без вот этих белых звездочек, которые могут мешать восприятию. Ну, это по возможности. Это, конечно, там не сильно будет мешать, но тем не менее. Желательно заполнять полностью. Все, вот таких вот 2 растяжечки мы сделали. Вот это чистый пигмент. А теперь нужно разбелку сделать. Так, это сразу в мусор. Выбрасываем в какую-нибудь коробочку. Так, и белила. Так, как бы это... Так, белила. Ну, наверное, вот так вот я их сюда сделаю. Берем немножко белил. Примерно, чтобы процентов на 50 светлее стало. Я не знаю, как это сказать, но чтобы вот такой, ну, может быть, 1 к 1 мешать даже с белилами. Вот, чтобы было четкое представление, что имеет эта краска в разбеле, в хорошем разбеле. Ну вот, меня вот, в принципе, вот это вот устроит, серенький цвет. И я мастихинчиком сюда его вношу. Да. Так, ну ладно, все, сойдет. Эта штука техническая, аккуратность особая не нужна. Теперь следующий цвет. Персиковая. Так, персиковую сделали. Не очень аккуратно, конечно, пока не приловчился, возможно, дальше поаккуратнее пойдет. Хотя аккуратность, повторюсь, здесь не обязательно, поскольку это чисто техническое полотно. Но полотно очень важное. Для кого-то, возможно, это полотно, если кто-то будет делать, станет самым главным полотном в этом году. То есть для понимания красок, как пигменты звучат и так далее. Так, теперь можно подписать одну из красок. Вот я через одну подписывать желательно, поскольку между этими красками, ну, чтобы ровно край был, вот сейчас только я могу снять вот эту полосочку. Снять вот так мастихинчиком, оторвать. Вот мусор. Так, мусорку. Так. И какой-нибудь, желательно не цветной ручкой. Так, вот у меня какая-то черная. Пишем сажа газовая. Да. Сокращать можно. И смотрите, что важно. Светостойкость показать и укрывистость. Вот я, например, в этом уголочке буду писать квадратик. Знаете, что такое светостойкость? Сейчас немножко приближу. Светостойкость в квадратиках. Ну, у разных фирм по-разному. Мне нравится, когда квадратик закрашенный, полузакрашенный. И светостойкость. Светостойкость 2 звездочки у сажи газовой. Если я ничего не путаю, ставим 2. Звездочки рисовать не буду, просто 2. У персиковой 3, потом подпишу. То же самое будет кроющий квадратик и 3 троечка. Сажа газовая. Можно производителя писать. Здесь
не пишу, не принципиально, что Ладога, что во всем мире это пигмент один и тот же. Так, дальше. Умбра натуральная от Сонет, моя любимая, одна из любимых красок. Вот она маслит немножко, ее обязательно на тряпку. Вот она перемасленная. Перемасленная. Это, конечно, недостаток. Ну, тем самым экономит производитель, экономит и пигмент, и заставляет нас купить поскорее еще тюбик краски, поскольку этот перемасленная, она быстрее заканчивается. Вот. Так. Вот он, какой красивый цвет. Так, один тон, и потом растираю, переворачиваю чуть-чуть посветлее. Вот на вот этой сонетовской умбре очень красивые имприматуры. Когда ты просто смазываешь холст вот этой краской, вот так вот, и на вот этом тоне, на вот этом подтоне уже что-то рисовать, писать. Очень хорошо, она такая нейтральная, скорее теплая, ну не скорее теплая, а теплая. Вот, очень красиво. Так. И быстренько разбелку. Так, отлично. Вот так немножко. Раз. Все ушло, совсем уж лишнее масло. Остался пигмент. Такой момент технический, почему я вообще затеял вот эту табличку. Именно на тюбике стоит сонета непрозрачная, то есть не лессировочная. Но посмотрите, какой оттенок шикарный. Ну, по сути, вот эта лессировка. Можно даже, понятное дело, что это лессировать картину не очень хорошо, но для имприматуры, для первых проклеек рисунка вот этот цвет шикарный. Или для общей имприматуры холста. Это, я думаю, лессировать большие полотна вот этим оттенком можно вполне. Я уже охрами лессировал, прекрасно получается. Думаю, вот такие оттенки тоже хорошо, зелень какую-нибудь успокоить. Так, подписываем. Натуральная сонет. Да, вот осиена натуральная от мастер-класса, она уже полупрозрачная. Квадратик я наполовину закрашиваю. Вот так наполовину. Тоже 3 звезды. Очень хорошая красочка. Именно от мастер-класса. От других не знаю. Вот эта краска очень хорошая. Для тела, когда тело пишешь, можно, кстати, смешать спокойно. Не покупать неаполитанские. Брать вот такие красочки охру. Смешать с той же сиеной, с английской красной. И плюс-минус будут оттенки человеческой плоти. Такой вот красновато-охристый. Так, вот 3 очень важных краски, вот эти последние нижние. Это Марс коричневый, темный, прозрачный мастер-класс, обе 3 мастер-класс. Марс коричневый, темный, прозрачный, Марс оранжевый, прозрачный и Марс желтый, прозрачный. Очень часто используется этот как базовый, основной, коричневый в живописи часто используется. Тоже смотрим, как в разбелке, как на просвет. На просвет очень красивый. Марс оранжевый тоже очень идет много куда, тоже базовый рабочий цвет и лессировочный цвет хороший. Вот. Ну и Марс желтый тоже на любителя, но тоже хорошая краска, кто-то очень любит эту краску. Вот еще 4 очень важных краски. Индийская красная, мастер-класс, английская красная. Это очень рабочие 2 краски, особенно английская, у нее больше возможностей. Вот она в разбеле более такая, ну, более востребованная, чем вот этот разбел. И 2 кадмия красных, темные и светлые,
Вот их разбелочки такие хорошие, особенно красный ценится, красный светлый более ценный, такой более ходовой. Но видим, это краски совершенно не лессировочные. Они в растирке такие некрасивые оттенки, но зато они кроющие. Кроющие и очень светостойкие. Вот. Помощница какая. Стеша. Стеша. Она еще не знает, что она Стеша. Котенок недавно купили. Так, достаточно медленно идет работа, но в принципе я уже приловчился. Вот так делаю широкую плюшечку, потом сразу же быстренько разбелку этим же мастихинчиком, и сразу же от этой от широкого замеса делаю сначала темную лессировку, как бы нагоняю, и потом как бы вытираю, чтобы светлый участок получился. Так, немножко краски попало. Вот, ну, смотрите, у меня тут их под 70 красок я намерен сделать сегодня. Думаю, уйдет на это часа 4, но это стоит того, поверьте, всем советую сделать что-то подобное. А еще больше я советую начинающим, именно касается начинающих, посидеть, посмешивать базовые цвета. Не нужно брать все краски, посмешивать между собой. Например, взять какой-нибудь красный, один красный, ну 2, краплак и кадмий светлый. Там пару желтых, темный и лимонный. Какой-нибудь один коричневый, один синий, ультрамарин, ну или 2, синий плюс FC, голубая, черная обязательно. Вот что я там забыл на возможности, ну, зеленую FC, несколько там десяток, 10, может быть 12 красок, и каждый между собой посмешивать и тоже сделать на такие разбелки, как они между собой смешиваются и в разбеле что дают. Тоже вот это будет еще более полезный материал. Это как бы таблица понятная, как бы она чисто техническая, а когда ты замешаешь между собой 10 этих красок, 10 умножить на 10 получится примерно 100 накрасок, 100 вот таких пятнышек. Не обязательно делать совсем аккуратно, но как бы сделать и подписать. Уйдет пускай день, но этот день будет чуть ли не самый главный у вас на данном этапе, чтобы понимать, что дают между собой какие оттенки. Сразу поймете, что, как, какие оттенки дают, какой неожиданный цвет, например, даст бирюза с краплаком, или там желтый, лимонный с черным, какой зеленый прекрасный получится, и так далее. Ну и все вот эти вот. Это если вы хотите, у вас проблема с цветом, вы плывете, ну, а это, как правило, 90-95% начинающих плывут в цвете, не знают, что, как смешать. Вот такое упражнение будет для вас чрезвычайно важным, чрезвычайно полезным. Просто, ну, я не знаю, переоценить невозможно вот такое занятие. Всем рекомендую, и кто это сделал, очень хорошие отзывы ну, то есть понимание какое-то мне отзываются, что очень это им помогло на этапе. Вот, что сказать так про вот эти краски. Ну, тут понятно, кадмий, так, очень важная краска, индийская желтая от мастер-класса. Так, а вот я ей пририсовал троечку, у нее 2 звезды. Так, ладно, исправим. Очень хорошая краска, светостойкость не очень, 2 звезды, но это хорошая, это в музейных условиях до 25 лет или до 50, я уже не помню, цвет не меняет. Вот она в разбеле какая шикарная, и на лессировке идеальная, просто вот для некоторых вещей, это замечательная краска, она настолько замечательная, что я помню, пришлось пару раз высылать куда-то в Германию, не помню кому-то, кто-то просил именно мастер-классовскую индийскую желтую, нет аналогов, очень хороший цвет. Так, кадмий желто-темный, средний и светлый, и лимоночка здесь будет. Так, вот какие-то нашел 3 неаполитанки, не буду все 3, только одну телесную нанесу, они похожие. В принципе, это составные цвета, то есть колера, как у художников называют, то есть краска, состоящая из 2 и более оттенков, из 2 и более пигментов, называется колер. Здесь мы читаем тут какой-то желтый, красный и 2 вида белил.
есть составная краска. В принципе, покупать такие краски не стоит, их достаточно легко мешать на основе белил с добавлением, например, той же охры, английской красной, что-то такого получается, плюс-минус вот такие оттенки. Только на белилах, желательно на цинковых белилах колера лучше лежат, такого плана, телесные, они такие немножко прозрачные становятся. Или смесь титановый плюс цинковый, 1 к 1. Да, а чем хороша неаполитанка вообще, почему она продается как колер? Потому что на ней удобно работать, удобнее, то есть это идет вместо белил. Вот это белило, как бы, и ты замешиваешь только на утемнение краску. И, соответственно, у художника, особенно у начинающего, есть как бы всегда запас на высветление. То есть тело автоматически не получится выбеленным. Если бы мы писали с применением белил, все время разбеливая, незаметно можно подобраться очень к светлым оттенкам, ненужным. Вот, а эта краска не дает. Вот это самое светлое место, например, на коже. Оно плюс-минус такое и есть. Ну, может, за исключением каких-то мест, если солнечным светом освещена кожа. Вот. Так что, в принципе, 1-2 тюбика неаполитанки можно купить начинающему художнику, а потом уже составлять этот колер самостоятельно. Ничего сложного в этом нет. Причем неаполитанки, вот я сравнивал разных производителей, у всех разные, очень разные. Как бы телесные, их называют телесные или цвет плоти, там у разных производителей. Они все очень разные. Вот это, кстати, очень светлая краска у мастер-класса. Вот. Абсолютно не серующая краска, кроющая. Значит, здесь много титановых белил. Вот. На цинке было бы все намного прозрачнее. Вот, петербургская розовая, такой же колер от мастер-класса. Интересная краска, тоже на ее основе можно сделать телесную, добавить сюда охры, белил, или даже не охры, а сиены, и с белилами будет плюс-минус тот же цвет. То есть я к тому, что любые оттенки, которые не очень яркие, не финишные на цветовом круге, не базовые, а такие промежуточные, их легко делать, точнее, к ним можно подойти несколькими путями из разных красок, то есть не определенные из каких-то, как, например, ярко-зеленый можно создать из желтого и, например, голубой ФЦ, и других вариантов нет. А такие промежуточные пастельные оттенки, вариантов подхода несколько. Вот, например, английская плюс вот Марс оранжевый, кстати, с охрой желтой или с английской тоже даст какие-то телесные оттенки. Вот это плюс вот это. Тоже немножко отличаться, но плюс-минус будет те же оттенки можно подобрать. Вот, так что вот, например, ультрамарина, 2 ультрамарина фиолетовый и ультрамарин темный, да. Насколько они разные в разбере и на белом. То есть вот ультрамарин, например, в разбеле он красивый, но такой белесо-сероватый, очень глубокий, без белил. Сразу сколько информации. Потом на белом, в темном, таком в слое красивый голубой и легкий голубой. То есть совершенно разных 2 оттенка, это нужно знать, это нужно иногда посмотреть, чтобы посмотреть, как он с белилами будет, какой результат быстренько, чтобы подобрать, например, в пейзаже, там небо, участок неба, и как он будет смотреться акварельно на белом. Как видим, это совершенно разные, как и здесь, так и здесь, разные оттенки. Ну, вот, по сути, для чего я это и затеял, вот эту затею, чтобы как бы вот эту вот эту работу, чтобы видеть, как отличается краска в своем виде изначальном, в разбеле и в лессировке акварельно. Вот. Итак, вот что получилось спустя 4 часа с перерывом
65 накрасок. Оставил место для будущих накрасок, так как планирую еще пробовать других производителей. Вот. Очень советую сделать подобное начинающим, да и не начинающим, не только начинающим художникам, чтобы всегда иметь в виду, вот что, где, как быстренько взять какой-то оттенок. Вот. Особенно, повторюсь, особенно рекомендую начинающим сделать вот эти двойные накраски, например, ну там красный с зеленым, красный с коричневым, красный с бирюзой. Это сразу поймете, очень многое поймете. Это будет один из самых таких важных дней в вашей жизни как художника, как цветовика. Вот так. Ну, а это подсохнет, я обязательно покрою лаком. Лаком для чего? Для того, чтобы защитить вот эти лессировочные места. Давно замечено, что краска в лессировке быстрее выцветает, чем тот же пигмент, затертый с белилами. Белила, как бы, вот, белила в таких толстых слоях как бы намного дольше держится оттенок красочный. Вот. Хорошим лаком пройдусь и, может быть, даже в пленочку закатаю, так же, как вот эти вот работы я закатываю, поскольку брызги, мы тут занимаемся, занятия я сейчас дома провожу, вот это время, мастер-классы, и чтобы защитить от брызг. И, ну, самое главное, для того, чтобы защитить от ультрафиолета, чтобы вот эти все оттенки на долгие годы сохраняли вот эту таблицу, чтобы можно было обращаться к ней спустя большое количество времени. Вот, на этом все. Если что-то упустил, или же кто-то может совет какой-то дать по данной теме, пишите в описании. Обязательно прокомментирую и отвечу на стоящий вопрос. А если что-то сам упустил, я в описании там добавлю. Может, там что-нибудь важное я упустил. Хотя наговорил сегодня достаточно много, но, как всегда, на достаточно большой фильм. Что не люблю делать длинные фильмы, но вот, тем не менее, все это достаточно, я считаю, важным. Вот. А на сегодня все. Всего хорошего. Счастливо.